Обострение между Китаем и США. Российские власти оставили Калининград без ПВО и продление перемирия в секторе Газа. Обо всем этом и не только расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Одесскую область, в которой находятся украинские порты, защитят дополнительными системами ПВО. Украина просто сделала Черноморский флот российский небоеспособным. Самый большой в мире айсберг начал движение впервые за 37 лет. Участники переговоров надеются на продление перемирия между Хамас и Израилем еще на срок до 4 дней. Во время затишья в боевых действиях наши войска размещены на линии прекращения огня внутри сектора Газа. Доброе утро, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать и доносить людям правду. Перейдем к новостям. Китай обвинил военный корабль США во вторжении в свои территориальные воды. Минобороны Китая заявили, что их военные вытеснили американский эсминец «Хоппер», который якобы незаконно вошел в территориальные воды в Южно-Китайском море. Согласно сообщению в официальной социальной сети WeChat командования Народной освободительной армии Китая, китайские военные развернули свои военно-морские и военно-воздушные силы, чтобы отслеживать, контролировать и предупреждать американский эсминец. Как отмечает Reuters, Китай претендует на практически всю акваторию Южно-Китайского моря, которая является каналом для ежегодного морского товарооборота на сумму более $3 триллионов. Украине предоставят военные корабли для охраны судов, которые перевозят зерно в Черном море, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что конкретные договоренности уже существуют. Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего. Помимо этого, Одесскую область, где находятся порты, защитят дополнительными системами ПВО. По словам Зеленского, соответствующий запрос уже согласован с партнерами. Нам важны не только суда, но и люди, которые там живут, подчеркнул президент. Какие именно страны окажут эту поддержку, он не уточнил. Более того, зерновой коридор вполне себе успешно работает, да, потому что там, выйдя из зерновой сделки, Украина, точнее, вышла из нее Россия сначала, но там вот многие думали, что Россия довольно быстро в нее вернется. Я, в том числе, думал, что Россия довольно быстро в зерновую сделку вернется, потому что на Путина надавят. Но в итоге, на самом деле, оказалось, что Украине зерновая сделка не нужна особо, потому что Украина и так перевозит зерно, и с помощью и своих ракет, и безэкипажных катеров Украина просто сделала Черноморский флот российский небоеспособным. Он не может останавливать корабли, потому что просто эти корабли российские уничтожаются украинскими силами. В свою очередь, Еврокомиссия сообщила о выделении 50 миллионов евро для восстановления украинских портов, поврежденных в результате ударов РФ. Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем совершенствовать наши линии солидарности и предоставим 50 миллионов евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы поставляем украинское зерно по всему миру. Российские власти оставили Калининград без ПВО. Об этом сообщают Минобороны Великобритании. По их словам, Россия переместила свои комплексы С-400 из Калининграда в зону боевых действий, чтобы компенсировать потери этих систем. Исключительные перемещения российского воздушного транспорта в ноябре 2023 года позволяют предположить, что Россия, вероятно, перебросила стратегические системы ПВО из своего анклава на Балтийском побережье Калининграда, чтобы компенсировать недавние потери на украинском фронте. Это следует за ростом потерь ЗРК СА-21 на оккупированной Россией Украине в конце октября 2023 года. Калининград граничит с 3 сторон с государствами-членами НАТО. Путин каждый раз в своих речах обвиняет Запад в провоцировании и разжигании конфликта, говорит о времени подлета натовских ракет и оценивает возможность войны со странами Альянса. При этом его армия убирает системы ПВО из стратегически важного для России региона. Тот факт, что С-400 собирают по областям для отправки на линию фронта, показывает, что нагрузка на ключевые возможности РФ чрезмерная. Тот факт, что российское Министерство обороны, похоже, готово принять на себя дополнительный риск, подчеркивает перенапряжение, которое война вызвала для некоторых ключевых оборонительных возможностей России. Самый большой в мире айсберг начал движение впервые за 37 лет, сообщает Reuters.
Он откололся от ледника еще в 1986 году и получил название A-23A. Тогда он немного подрейфовал, а затем основанием застрял на дне моря Уэйдела в Западной Антарктике. Ранее на нем располагалась советская научная станция «Дружная-1». Благодаря спутниковым снимкам стало известно, что айсберг пришел в движение и довольно быстро дрейфует в сторону Южного океана. Площадь айсберга почти 4000 квадратных километров, что примерно в 5 раз больше Нью-Йорка, а его вес около 1 триллиона тонн. Сейчас за айсбергом наблюдают эксперты британской антарктической службы. Они опасаются, что A-23A сядет на мель у острова Южная Георгия, что создаст проблему для миллионов тюленей, пингвинов и морских птиц, которые кормятся и размножаются на острове. Самый большой айсберг в мире удалось сфотографировать летчикам Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Ледяная глыба площадью 4200 квадратных километров дрейфовала в сторону острова Южной Георгии в Атлантическом океане. Айсберг известен под номером А68А. 3 года назад он откололся от ледникового поля Ларсен-С в Антарктиде. Участники переговоров надеются на продление перемирия между Хамас и Израилем еще на срок до 4 дней. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, при этом будут освобождены еще как минимум 20 заложников. Израильское правительство отказалось от принципа, чтобы освобождать по иностранному гражданству. Они будут освобождать всех, и таких, и всех граждан. Принцип, по которому они будут освобождать, это в первую очередь дети. Если там дети с родителями, значит, они должны быть освобождены вместе. То есть женщины, дети. По поводу мужчин, я думаю, что Хамас не скоро созреет. Речь идет о женщинах и детях. То есть, если ребенок с матерью, значит, их надо освободить вдвоем. Ну и пожилые больные люди. Я думаю, что Хамас с радостью их отдаст, потому что это слишком хлопотное дело, доставать им лекарства или там ухаживать как-то за ним, поддерживать жизнь. Поэтому я думаю, что Хамас сам с большим удовольствием вернет их для того, чтобы сохранить заложников более, скажем так, стойких, которые могут жить в более спартанских условиях. В то же время израильская армия обещает по окончании нынешней паузы возобновить боевые действия со всей решимостью. Цахал и его солдаты ведут ожесточенную борьбу, защищая жизни наших людей и отстаивая ценности Цахал. Мы создали условия для освобождения первой группы заложников, детей и матерей, которая происходит во время этой паузы. После того, как эта работа будет завершена, мы решительно вернемся к нашим операциям, чтобы продолжить освобождение заложников и полностью ликвидировать Хамас. Ранее представитель израильской армии заявлял, что контроль над северной частью сектора Газа – это первый шаг в долгой войне. Контроль над северной частью Газы – это первый шаг в длительной войне. Мы готовимся к следующим этапам. В ближайшие дни мы сосредоточимся на планировании и реализации следующих этапов войны. Во время затишья в боевых действиях наши войска размещены на линии прекращения огня внутри сектора Газа. Я хочу подчеркнуть, внутри сектора Газа. И они также будут двигаться по этим линиям, которые были оговорены в соглашении. Группировка бригады Аль-Кассама, которая считается боевым крылом движения Хамас, подтвердила гибель 4 своих высокопоставленных руководителей. Среди них значился Ахмед Аль-Гандур, главный командир Хамас на севере сектора Газа. По данным проекта противодействия экстремизму, он пережил как минимум 3 покушения со стороны Израиля, начиная с 2002 года. Нефтяной танкер, который принадлежит израильскому бизнесмену, у берегов Йемена захватили неизвестные, передает AP. По неподтвержденным данным, в ситуацию вмешались также силы военно-морского флота США. Сообщается, что захваченным судном руководит турецкий капитан. Среди членов экипажа есть граждане России, Индии и Грузии. Некоторые западные СМИ уточняют, что судно, попавшее в руки хуситов, это нефтяной танкер Central Park, который принадлежит компании израильского судоходного магната. Хотя ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность, это связано с тем, что как минимум 2 других нападения на море за последние дни были связаны с войной между Израилем и Хамасом. С
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас в других социальных сетях, Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.